Глядя на это растение, понимаешь, что красоты много не бывает. Вид его ярких колокольчиков всегда поднимает настроение и создает ощущение радости и настоящего праздника цветов. Знакомьтесь, это чудесное растение называется калерия. Этот цветок пользуется большой популярностью во всем мире, благодаря простоте выращивания, эффектному продолжительному цветению и декоративному виду листвы. По фактуре листья калерии чем-то напоминают эпицию, только последняя не цветет столь красочно и обильно, а в основном содержится как декоративно-листная культура. Род калерии насчитывает около 65 видов и входит в семейство геснериевые. Тем, кто далек от цветоводства, объясню проще. Калерия – ближайшая родственница всем известным глоксиниям и синполиям, которые еще называют комнатными фиалками. Только в отличие от них выращивать калерию гораздо проще, так как она не столь требовательная к температурному режиму и влажности воздуха. Листья калерии плотные и опушенные. Их длина может составлять до 15 сантиметров. Цвет зеленый. Также могут присутствовать фиолетовые вкрапления. Есть виды и сорта с красивым контрастным рисунком в виде красноватых прожилок. Селекционеры смогли даже вывести декоративные гибриды с эффектной серебристой и бронзовой окраской, но все же основная прелесть растения в его обильном и красочном цветении. На каждом цветоносе может одновременно раскрываться по несколько бутонов. Цветоножки отрастают из листовых пазух. Таким образом, эффектных цветов на одном растении может быть очень много. Удлиненные колокольчики составляют длину около 5 сантиметров. Их окраска бывает розовой, сиреневой, бордовой, ярко-красной и даже желтой. Дополнительную яркость лепесткам добавляет своеобразный рисунок в виде пятен и штрихов. Цветы настолько хороши, что так и хочется каждый рассмотреть поближе. Калерия не только радует своими яркими красками, но и длительностью цветения. При несложном уходе растение будет выпускать бутоны с весны почти все лето и по ноябрь. Но для этого надо обеспечить кустик хорошим рассеянным освещением. На солнце выращивать калерию нельзя. Ей подойдут подоконники с западным и восточным направлением окон. Если вы живете на южной стороне, лучше расположить вазон немного в глубине комнаты. Как только начнут завязываться первые бутончики, начните подкармливать растения фосфорно-калийными удобрениями. Такие подкормки желательно вносить весь сезон, до середины осени, примерно один раз в неделю. Но даже без должного ухода калерия станет цвести. Пусть не столь обильно, но все равно ярко. Ее цветы, словно праздник, всегда поднимают настроение даже в хмурые будние дни. В холодный период года частоту полива существенно сокращают. Температура содержания калерии зимой должна быть в пределах плюс 18 градусов. В принципе, она хорошо выносит комнатные условия. Только не располагайте горшок вблизи отопительных приборов. Калерия – это замечательный цветок для комнатного содержания. Растение вполне подойдет даже неопытным цветоводам. Самое главное, не стремитесь его часто поливать. Все геснериевые отдают предпочтение даже кратковременному подсушиванию почвы, нежели частому переизбытку влаги в корнях. От постоянного переувлажнения рhизомные корни калерии могут загнить, и в этом случае вам понадобится полностью поменять грунт, удалить все поврежденные части и поставить растение в легкое притенение. Пусть постоит в покое некоторое время, без полива и подкормок. Пересушка калерии не столь страшна. Конечно, всем своим видом она покажет вам, что хочет пить. Но даже сильно увядшие листики после полива постепенно набирают свой тургор и восстанавливают прежний вид. В этом смысле калерия действительно неприхотливая. Еще хочу дать совет особо занятым цветоводам. Этот способ пригодится всем, кто не может поливать своевременно свои растения. Он также сохранит вам время и поможет тем, у кого много растений. Например, у меня только один ежедневный полив может занимать не менее часа. И в этом меня сильно выручает фитильный полив. Часть своих растений, так называемых водохлебов, я перевела на этот метод. Суть простая. Надо протянуть через дренажное отверстие в дне горшка веревочку, которая будет одним концом находиться в почве, а другим плавать в воде в определенной емкости, на которой следует расположить вазон.
Только дно горшка не должно находиться в воде. Это очень важно, иначе корни будут загнивать. Калерия не только простая в уходе, но еще и легко размножается. И проще всего поделить ее ризомное корневище на части или срезать для укоренения молодой черенок. Побег калерии даст корни даже в воде или в слегка влажном грунте под самодельной тепличкой. Растение также размножает семенами и листовым черенкованием, но эти способы сложнее и дольше. Еще на что стоит обратить внимание, это на формирование кроны. Не допускайте вытягивания побегов. Формируйте кустик прищипкой уже на стадии подросшего черенка. Обрезанные верхушки можно использовать для укоренения. Если же укорачивание веток не проводить, они израстутся и начнут паникать, приобретая ампельную форму. Не располагайте вазон в тени и на северном подоконнике. Там растение тоже будет вытягиваться. А главный успех выращивания калерии, ну, впрочем, как и всех растений, зависит от качества грунта. Не покупайте субстраты в обычных супермаркетах. Этому цветку также не подойдет чересчур плодородная или обычная садовая почва. Лучше всего приобретите чистый верховой торф. Из основного ухода стоит следить за ростом растения. Разросшиеся кусты подстригают и переваливают в горшок большего объема. Делать это следует до начала образования бутонов, то есть ранней весной. А вот нашествие вредителей на калерии обычно не наблюдается, хотя на нее может напасть паутинный клещ или трипс. От вредителей хорошо помогают профилактические обработки подходящими инсектицидами. Если вы заметите на листьях коричневые пятна, обратите внимание на полив. Переизбыток влаги в корнях недопустим. Это растение также не стоит поливать и опрыскивать по листве. Наличие некрозов и пятен еще могут свидетельствовать о засолении и неподходящем составе почвы. В этом случае проще всего полностью заменить землю в вазоне на чистый верховой торф. В основном же этот яркий цветок достаточно простой в уходе. При соблюдении основных несложных правил калерия обязательно отблагодарит вас необычным видом своих красочных колокольчиков, которые будут распускаться долгие месяцы. Это растение идеально подходит для декорирования домашнего интерьера, рабочего кабинета и даже крытых лоджий или террас. Летом горшок можно выставлять на открытый воздух, но важно следить, чтобы на растение не попадали прямые лучи солнца и дождь. Неприхотливость и яркость калерии не оставят никого равнодушным. Такого разнообразия пестрых красочных цветов, как у нее, надо еще поискать. Если вы уже являетесь счастливым обладателем такого чудесного растения, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых разных и красивых растениях для выращивания в саду и домашних условиях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.